Ребята, всем привет! Мы смогли посетить еще один замок, который находится недалеко от нас. Есть положительные впечатления и не очень, поэтому в этом видео мы расскажем, стоит ли ехать в этот замок и какие неприятные сюрпризы вас будут там ожидать. Самое главное преимущество этого замка: в Германии подобного ему просто нету. Это единственный замок, который сохранил свой первозданный вид с момента постройки. Вход в замок будет вам стоить 14 евро на взрослого человека. На ребенка 6 евро. Но можно взять семейный билет, который будет стоить 34 евро. Есть такой нюанс, что спуск к замку очень крутой, и он будет не всем под силу. Поэтому приготовьте 2 евро, и вас с комфортом подвезет туда маршрутка, которая курсирует каждые 10-15 минут. Самый огромный минус: вы не имеете права вести видеосъемку и фотофиксацию. Запрещено, строго. Можно фотографировать только внутренний двор, снаружи и сокровищницу. Конечно, если вы купите билет. Забудьте про всякие дроны, здесь запрещено ими пользоваться. Но в сувенирной лавке вы можете купить фотографии, которые в среднем стоят 1,5 евро. Мы купили несколько фотографий, и я расскажу вам, что это за помещение. Но сначала несколько фактов о замке. Семья Эльц построила этот замок на массивной скале с 3 сторон, охваченной кольцом реки. Это произошло около 1000 лет назад. В то время было 3 брата: Элиас, Вильгельм и Теодерих. Они решили разделить семью на 3 равные ветви. Каждый из них стал главой одной из них. При этом братья разделили все имение, включая замок, на 3 равные части. С 1815 года предок нынешнего графа Карла Эльц выкупил права на полное владение всем замковым комплексом. По пути к замку имеется площадка обзора. Именно с этого места открывается самый лучший вид на замок. Также с нее видно средневековые башни другого замка. Это все, что осталось от замка Труц-Эльц, возведенного по приказу архиепископа Балдуина Люксембургского. Он был владыкой и полноправным хозяином территорий, простиравшихся от региона земель вблизи города Трир и до реки Рейн. Здесь же неожиданно он натолкнулся на неповиновение и яростное сопротивление мощного клана Эльц, который без борьбы не собирался подчиняться архиепископу. Как гласит этот буклетик, который мы получили при покупке билетов, что этому архиепископу все-таки удалось одержать победу после долгого сопротивления. И на правах победителя сделал Эльц своими вассалами, то есть опустил их на ступень ниже, они стали ему подотчетные. Уникальность этого замка в том, что несмотря на большое количество войн, этот замок остался неповрежденный. Первая фотография, которую я хочу показать, это выборная комната. Чрезвычайно влиятельными являлись 7 немецких выборщиков, то есть курфюрстов. Только они и никто более не имели права выбирать немецких королей. 3 из этой семерки курфюрстов были одновременно духовными правителями архиепископа: Трирский, Майнский и Кёльнский. Они также имели право ходатайствовать перед папой римским, если считали личность короля достойной титула императора Священной Римской империи. 2 правителя семьи Эльц имели эту полную власть: Якоб Трирский, архиепископ, правивший в 1567 году, и Филипп Карл Майнский, архиепископ, правивший в 1732 году. Именно в этой комнате расположены портреты этих правителей. Следующая фотография — это большой зал. Этот зал является самым большим залом замкового комплекса. Он был предназначен для семейных праздников, балов, а также большого семейного совета. Как вы помните, замок был поделен между 3 братьями, и доступ в это помещение имели все 3 брата из своих помещений. Здесь обсуждалась тактика военной и политической обороны замка. И последняя фотография, которую мы купили, это кухня. Так как 3 ветви семьи Эльц вели отдельное хозяйство, то в этом замке было 3 кухни. Это одна из них. Она была построена в 1500 году и существует уже более 500 лет. Огромных размеров печь служила для копчения колбас, которые затем подвешивали к потолку. Практически с потолка свисали все продуктовые запасы. Это было сделано для того, чтобы еда не стала добычей грызунов. Практически вся сохранившаяся мебель – оригинал 15 века. Весь замок наполненный художественным искусством, который говорит о власти и религии того времени. Вот такая небольшая история о нашем последнем путешествии. Если вы также интересуетесь замками, как и я, могу вам посоветовать один YouTube канал. Называется Евгений Урих. Лучшего русскоязычного YouTube канала вы про замки не найдете.
Поэтому можете перейти в мои подписки и найти этот канал. Я на него подписан. Спасибо, кто досмотрел до конца. Пока.